Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, и у нас скоро День Святого Валентина, 14 февраля, День всех влюбленных, и мы будем своим любимым половинкам дарить какие-то подарки, ароматы, сюрпризы. И в этом видео я хочу рассказать два аромата, которые, как ни кстати, подойдут идеально для подарка на 14 февраля. И они такие эксклюзивные, можно сказать. Я расскажу про австралийскую парфюмерную компанию. Это вообще редкость в парфюмерном мире, чтобы Австралия создавала какие-то ароматы. И расскажу про французскую, которая называется HFC. Вот, начну я с австралийской. Австралийская компания называется Map of the Heart. Это карта сердца. У них вот такие коробки. Такие, можно сказать, уже красивая презентация для подарка, да, такой коробки. Но самое главное, это дальше, что я расскажу. Есть 90 мл во флаконе. Концентрация Eau de Parfum. Это все написано здесь на этикетке спереди. Само название аромата White Heart V7. В переводе это как белое сердце. И самое главное, у этого бренда все флаконы в форме анатомического человечьего сердца. А как вы знаете, День всех влюбленных ассоциируется с валентинками, сердечками. И вот этот бренд создает именно ароматы, которых во флаконе, именно в форме сердца. Вот, уже заговорился. Давайте буду уже открывать эту коробку, она так открывается. И здесь вся красота. Сам аромат White Heart, флакон в таком белом цвете. Здесь такие белые ленточки. Чтобы достать этот флакончик, надо потянуть за эти ленточки. Его не так легко достать, на самом деле. Вот. Так он достается. И вот что остается, такая анатомическая форма, вырез в самой коробочке. Вот. Эта вообще марка была основана в 2014 году. Сарой Блэр и Джеффри Дарлингом. Они вдохновились и начали сотрудничать с французскими парфюмерами из компании Живодан. И самое интересное, вот эти флаконы создал самый знаменитый и легендарный дизайнер, который создает для многих парфюмерных брендов Европы, Америки, Востока. Его зовут Пьер Динант. Пьер Динант создал такие знаменитые флаконы, как Yves Saint Laurent Opium и аромат Eau Sauvage для Диора. Ну и вообще куча флаконов, вы можете загуглить, почитать про этого дизайнера. И также он создал для них вот такой флакон в форме сердца. У них есть разных цветов и разные ароматы. То есть там есть и золотое сердце, и красное сердце, и черного цвета сердце. Вот у меня только в коллекции такого белого цвета. Вот. И оно у меня хранится в коробочке. Его не так легко поставить на стол, он не будет у вас стоять, он только будет лежать. Вот. Единственное, минус у этого флакона вот эта крышечка, которая снимается. И она не так упруго здесь держится. То есть она очень легко может выпасть. Вот, видите. Вот. Но это вообще мелочи. По сравнению, сам аромат очень классный. Покажу, как распыляет. Он распыляет хорошо. Нанесу я на блоттер и на кожу. Сразу этот аромат для меня раскрывается удом. Здесь очень много уда, и уд здесь, я считаю, один из самых дорогих удов, которые есть в мире. Он красивый, чистый уд. Здесь нету вот этого неприятного, какого-то сильно копченого нотки вот этого уда, которая есть, бывает в ароматах, что
То есть этот аромат полностью подойдет для девушек, для мужчин, потому что бывают уды, которые очень копченые, они такие как вот шпалы железнодорожные пахнут. Вот. И я считаю, это больше уже ароматы в мужскую стезю. А здесь нет, это такой унисекс, спокойно может нанести девушка. И чем же здесь обыгран уд? Вот я могу сказать, это таблотер, да, это как уд, сама деревяшка. Вокруг него слива, лаванда, потом еще здесь есть ладан и сандал. Вот эти ноты, чем они пахнут? Они как бы такие окружают, как, знаете, солнце – это уд, и планеты – это вот эти ноты, которые я назвал. Слива здесь отчетливо слышна, и можно даже спутать, что это кожа. У сершлютанца есть аромат баксис, и он такой кожано-сливовый, и вот чем-то он мне напоминает. Но здесь нету кожи, здесь он в какой-то степени немного восточный, такой аромат немного восточный, и в то же время он современный. Так как я знаю то, что в 2023 году в тренде будут ладанные ароматы, и, короче, вот этот аромат будет, из-за того, что он ладанный, он будет популярен в этом году. Вот. И вообще это первый аромат у этой марки, с которым я знаком. Я мало слышал про эту марку австралийскую. Вот. И у них есть, по-моему, поменьше флакончики, не в форме сердца, а такие типа баночки. Я покажу потом, когда буду монтировать это видео. И, по-моему, в travel версии у них тоже есть флакончики. Считаю, идеально, он красивый, он сексуальный, он притягательный, универсальный, он неудушливый, он стойкий, где-то держится 5-6 часов, но он почти не шлейфовый, и он не диффузный. И он такой, где-то через час он усаживается на вашей коже, и только близкий ваш человек может ощущать с вас этот запах. Только если он приблизится к вам. Но шлейфа особого не ждите от него, и не будет такой громкий, никого не удушит, я так думаю. Вот. Единственное, он первый час резкий. Резкий, я так думаю, за счет сандала и за счет ладана, возможно, и уда. Уд, он тоже такой резкий аромат. Вот. Великолепный. Вообще, рекомендую. Как презентация и подарок ваша вторая половинка будет без ума. Вообще от самой коробки, от самого флакона. Просто покорите сердце. Покорите сердце этим сердцем. Вот. Следующий аромат, который я считаю идеально подойдет в подарок для девушек, для женщин. Вот. Он у меня нету в полном флаконе, у меня есть в пробничке. И пробничек вот так вот выглядит. Очень тоже дизайнерски красиво обыграно. Здесь такое сердечко. Компания HFC. Называется We Are Love Everywhere. И исключительно для девушек. На парнях я его не вижу. Ну и на флаконах этой марки HFC они сотрудничают с каким-то дизайнером тоже прикольным. И вот такие картинки создаются. Видите, у этой девушки костюм в форме сердца. И она такая модная, дерзкая. Вот. Чем же мне пахнет этот аромат? И он пахнет мне очень нежно, очень по-девчачьи. Здесь я, как помню, красные ягоды. Здесь, да, он пахнет немного малиной мне. Вот на старт он сладковатый за счет амбры и ванили. И здесь ванилька. Ванилька такой натуральный афродизиак в парфюмерии. И считаю то, что парни, берегитесь дарить этот подарок своим девушкам, потому что с этим ароматом она получит много комплиментов
вот 100%. И большое внимание от мужского пола. Вот. Но он сладкий, и он в меру сладкий. Вот знаете, вот женские ароматы, особенно люксовые, они грешат с чрезмерной сладостью. Вот прям вообще, вот очень сладкие. И вот здесь все такая золотая середина. Дальше я чувствую немного ириса, цветка ириса. И он дает такую припудренность, он немного пудровый. За счет магнолии и розового перца здесь дает немножко такую дерзость, такую, знаете, кокетливость этому аромату. И вообще он классный. Но я чувствую очень малину. Здесь малина, я очень люблю малину в ароматах. И мне этот аромат я бы с удовольствием подарил бы своей девушке вот этот аромат на День Святого Валентина. И чтобы вдыхать от нее этот запах. Очень классно. Он такой еще в какой-то степени такой немного сливочный. Немного пахнет, знаете, таким сливочным, клубничным, малиновым мороженым. Вот. Потому что здесь очень много еще ванильки. Такое, знаете, ванильная, молочная, сливочная пироженка с малинкой. Вообще классный аромат, вообще 100 баллов. Рекомендую его. И у нас осталось несколько дней до Дня Святого Валентина. Хочу всех заранее поздравить с этим днем, пожелать всем любви, счастья и чтобы каждый человек нашел себе любимого человека, свою вторую половинку, был счастлив, был любим и любил, потому что это прекрасно, когда у человека сердце живет теплотой, любовью, эмоциями. Вот. Вам всем спасибо большое за просмотр этого видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые видео. Ставьте лайк, чтобы не пропускать наши новые видео. И всем парфюмерных, романтичных путешествий. И всем goodbye.